Всем привет! Мы продолжаем изучать Kakani 2, и сегодня речь пойдет об инструменте редактирования Selection Tool. Selection Tool в первую очередь предназначен для выделения штрихов. Когда штрихи выделены, мы можем трансформировать их с помощью трансформбокса, перемещать, вращать, менять размер. На верхней горизонтальной панели инструмента размещены различные параметры. Если выделить штрих на холсте, количество параметров станет больше. Обратите внимание, некоторые из них настраивают сам инструмент, а другие открывают доступ к параметрам выделенных штрихов. К примеру, вот эти настраивают сам инструмент. Настройки выделения позволяют выбрать, что будет использоваться: лассо, прямоугольник или путь. Опция Group Select отвечает за то, будет ли инструмент выделять только штрихи или группы, которым они принадлежат. Опция Anchor Point задает положение, где будет расположен пивот при выделении. Опция Maintain Aspect Ratio отвечает за соблюдение пропорций при использовании слайдеров изменения размера. О них чуть позже. И опция Set Single Pivot для мультикадровых задач. Это параметры, которые настраивают сам инструмент. Selection Tool запомнит настройки, если вы снимете выделение и сделаете другое. В то же время, такие параметры, как толщина, цвет и прозрачность являются параметрами штрихов, а не самого инструмента. Когда вы выделяете штрихи, панель берет значение для них из самих штрихов. Еще на панели есть слайдеры для трансформации. Можно сказать, что это трансформбокс в числовых значениях. Именно для этих слайдеров нужна упомянутая ранее опция Maintain Aspect Ratio. Она отвечает за то, будет ли меняться размер по вертикали и горизонтали вместе или по отдельности. Ну и последняя опция позволяет конвертировать выделенные штрихи в другой тип. Также этот инструмент дает доступ к командам, которые требуют выделения для взаимодействия со штрихами. К примеру, вырезать и вставить штрихи, группировка, разгруппировка штрихов и так далее. Как вы видите, список контекстного меню довольно большой, но об этом функционале мы поговорим потом. При работе с растровыми слоями Selection Tool имеет еще одну опцию – Anti-Aliased Transform, которая позволяет сохранять сглаживание краев линии при трансформации. К растровым слоям мы вернемся в других уроках, а пока все. В следующем уроке мы ознакомимся с инструментом Stroke Editor. Пока!